Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события произошли, какие потрясения и, соответственно, какие движения сейчас происходят на рынке по нефти, золоту, рублю, доллару, евро. Так, давайте откроем календарик. Сегодня было решение Центробанка Российской Федерации о ставке. Ну, уже разве что только ленивый не говорил, что они ее повысили, почему и так далее и тому подобное. Но на самом деле 0,5% это максимальное значение из того, насколько можно было повысить, чтобы не вызывать сильную рябь на поверхности воды. И то, как бы рубль немножко подпросел по факту того, как решение по ставке было принято. Но смотрите, здесь я уже свою точку зрения неоднократно озвучивал. И я считаю, что действия ЦБ, они наименее релевантны к тому, чтобы влиять на курс рубля и на вообще то, что происходит в стране в текущей ситуации. Очень сильная проблема с монополизацией экономики. И, соответственно, то есть здесь воздействие денежными агрегатами, изменение ключевой ставки и так далее, но с моей точки зрения, это не лечение, это принятие аспирина, причем разбодяженного в случае сильнейшей ангины. Тут нужны антибиотики, а не аспирины, причем паленый, который еще и не работает. Кто-то утверждает, что нужны иные решения, например, помимо того, что увеличивать ставку, надо, чтобы ЦБ скупал активы, как действует ЕЦБ, как действует ФРС. Только данное утверждение они не учитывают, какую функцию активов, облигаций, которые скупают ФРС и ЕЦБ в экономике, оказывают влияние в тех странах и в Российской Федерации. То есть здесь, по сути, у Центробанка, у него ключевой инструмент влияния на то, что происходит в экономике, на курс рубля, это, конечно же, процентная ставка. Да, там есть скупка активов, есть операции репо, но с моей точки зрения, в случае России, это все-таки ключевая ставка. Ну и, соответственно, здесь повышение этой ставки, оно периодически просто неизбежно будет происходить и дальше. Возможно, даже каждое решение, которое будет приниматься, оно будет вести к увеличению, ну, как минимум на 0,5%. Это связано с тем, что инфляция выросла, и она продолжит расти. Деваться от этого некуда. Постковидный мир просто фонтанирует инфляцию во все стороны. Россия, у которой есть дополнительная проблема с инфляцией, будет, соответственно, в еще большей степени подвержена этому злу. Так, ну и вот такие интересные пошли сразу заявления. Оказывается, что россияне в массе 75% выступают за политику слабого рубля. То есть, видимо, эти 75% россиян, вопрос только от какой прослойки или от какой группы это 75% берется, они не любят ездить за границу, они согласны с тем, что проще есть сыры из пальмового масла, а не натуральные сыры и так далее и тому подобное. То есть получать все прелести того, что появляется, когда национальная валюта слабая и продолжает ослабляться. Потому что, как ни крути, на текущем этапе развития экономики все между собой взаимосвязаны. Когда происходит ослабление национальной валюты, это приводит к ухудшению уровня жизни населения, но богатению так называемых олигархов, потому что они экспортируют сырье за валюту, а здесь у них затраты для получения этого сырья идет в рублях. И поэтому, наверное, 75% богатых россиян или олигархов, они, соответственно, даже, наверное, больше 75%, они выступают за слабый рубль, потому что дорогие доходы в валюте и дешевые расходы в рублях. Ну, святое. Так, ну вот в Америке тоже одно расстройство. Там ламборджини все распроданы на год вперед. Ай-яй-яй, как же так? Люди вырвались из ковидного заточения и начали активно скупать ламборджини. Ну, везде свои прелести и свои проблемы. Так, еще что интересного в Соединенных Штатах. Ну, там бушует час страсти по поводу нового препарата биогена, который позволяет лечить болезнь Альцгеймера. Ну, по крайней мере, это заявляется, и есть определенные испытания
которые подтверждают, что лекарство эффективно, но результаты этого испытания вызывают вопросы. И вот даже один чиновник ФДА ушел в отставку, потому что он не согласен с тем, что этот препарат может быть эффективен и полезен для лечения, и то, что его одобрили, у него вызвало такую негативную реакцию. Но здесь вопрос на самом деле этики, когда затрагивается такая чувствительная сфера, как вообще жизнь человека, возможность прожить, и тем более качественно прожить в здравом уме. Я думаю, здесь просто каждый должен, кто этот препарат может или не может получить, он должен принять решение, взвесить риски и, исходя из этого, действовать. Потому что, конечно, так нельзя однозначно запрещать, даже если есть определенные вопросы к эффективности. И тем более это же не касается детей, беременных женщин и так далее, там, где это не несет очень большие риски применения какого-либо не до конца изученного препарата. Поэтому демократия демократии, но тем не менее я считаю это правильное решение, что этот препарат утвердили. Но то, что кипят такие страсти, наверное, акции Биогена будут ходить туда-сюда пилой. Так, друзья, ну вот есть такая интересная компания Blackstone, которая занимается инвестициями в недвижимость. И вот президент этой компании дает советы, как грамотно инвестировать в недвижимость, что она пока не будет падать и так далее и тому подобное. Действительно, если мы исходим из того, что сейчас разразится в ближайшее время галопирующая инфляция или гиперинфляция, то как бы цены на недвижимость, по крайней мере в начале траектории движения, они будут только расти. Проблема заключается в другом. Не бывает бесконечной галопирующей или гиперинфляции. Она приводит к обвалу. Вопрос только, как вовремя выйти из активов перед обвалом. Акции можно продать нажатием на кнопку. Криптовалюту тоже. Недвижимость вы так не продадите. С ней может быть засада. И поэтому я сторонник по поводу недвижимости очень простой точки зрения. Недвижимость нужна либо для того, чтобы вы в ней жили, либо для того, чтобы организовать в ней производство. В качестве инвестирования камни и дерево, закопанное в землю, с моей точки зрения, это не самый лучший и оптимальный вариант. Вот еще очень интересный такой момент по поводу того, как чиновники, политики Соединенных Штатов реагируют, например, на обвинения, которые выдвигает Китай. Вот, например, когда возникла дискуссия во время обсуждения китайско-американских отношений, и китайский сановник упрекнул Соединенные Штаты в низкости моральных устоев и слабости скреп, а также что у них убивают чернокожих американцев, на это последовал ответ Салливана. Он сказал, что сильное государство умеет признавать свои ошибки и исправлять эти ошибки. И в этом и есть сила западных стран, западных демократий, что они гораздо более легки на подъем в плане признания своих ошибок и исправления. Ну, здесь он, конечно, не стал продолжать эту фразу и уже как бы просто прямо говорить тоталитарному восточному режиму о том, что вы так делать не можете. У вас тоже есть проблемы, их еще больше, но вы не способны признавать, что они есть, вы их либо замалчиваете, либо затираете. И это и есть ключевое отличие, которое позволяло на протяжении последних столетий западной цивилизации двигаться вперед. Что она самовосстанавливается, самовылечивается за счет того, что в большей степени там можно реализовать всевозможные общественные воздействия, когда, скажем так, курс властных структур, он становится не совсем тот, который ожидается. Так, друзья, ну вот еще интересный такой момент возникает. Сейчас же очень высокая турбулентность, и то одно, то другое заносится вверх-вниз. Есть такая точка зрения, что сейчас все, что связано с аэрокосмической отраслью, ну здесь как и пилоты, так и инженеры, так и материалы и запчасти, которые нужны для того, чтобы самолеты летали, они в ближайшее время будут пользоваться очень большим спросом. Поэтому если у вас много титана или вы талантливый авиационный инженер, то welcome в США. Так, друзья, давайте, наверное, начнем
с морского индекса Baltic Dry. Так хорошо он проседал, и я уже был уверен, что он уйдет на 1502. Но, увы, он пошел наверх. И, по-видимому, с такими движениями в следующий раз Эльвире Шапхидзадовне придется, ну, как минимум на 0,5% опять поднимать ставку. Так, друзья, далее Китай. Ну, Китай нормально сегодня отторговался с утра. Они не пробили донышко, удержались вот в этой фигуре, которая здесь возникла, фигура пробоя. И Китай готов лететь выше и выше. Но это уже будет на следующей неделе. И, кстати, то, что Baltic Dry развернулся, перестал падать, это является достаточно весомым аргументом в пользу того, чтобы на следующей неделе Китай продолжил попытку отсюда сходить на 5350 и пробить это значение. Да, сегодня в некотором смысле был ужас-ужас, но если в понедельник этот ужас-ужас не получит продолжение с пробитием 5170, то все будет хорошо. Так, друзья, далее американский индекс S&P 500, но здесь мы уперлись в потолок. Уперлись в потолок, и здесь уже, собственно говоря, расти-то особо некуда. Надо как-то корректироваться хотя бы на какое-нибудь короткое значение в район 4150-4200, откатываться, потому что запала нет. Все, деньги-то печатают, но покупателей нету. Покупцы кончились, и, соответственно, здесь должно что-то произойти. Я думаю, вот в начале следующей недели мы увидим коррекционный откат на 4181. Конечно, с точки зрения классической ситуации, вот эта вот подпорка, она указывает на то, что должен быть пробой и уход наверх. Но, судя по структуре сделок, которая была вчера и которая была ранее, есть определенные признаки, которые указывают на то, что здесь нужен коррекционный откат хотя бы куда-то вот сюда вот. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Движение в боковике идет. Опускаться сильно ему не дают. 15,5 здесь выкупают, идет отбой. И, соответственно, такая вот квакушка, которая ходит с 15,5 до 18,3. Вот. Но, видите, его ниже не пускают. Не дают ему пробить 15 и спокойно уйти в район 11-10, где как раз те значения, которые указывают на то, что кризис закончился. То есть то, что сейчас здесь происходит, это очень похоже на донабор позиций. Так, друзья, далее индекс доллара. Вот ставлю часовичок. Ставлю часовичок. И вот здесь у нас было решение Центробанка Российской Федерации о повышении ставки. И вот так вот индекс доллара пошел вверх. Это к вопросу о том, что Эльвира Набиуллина подняла ставку, из-за этого рубль упал. Нет, не из-за этого. Из-за того, что индекс доллара начал расти, начал движение наверх. Но, конечно, здесь на самом деле в любом таком движении, которое затрагивает актив, на который нанизано все, а национальная валюта это именно такой актив, потому что все российские активы, они измеряются в рублях. Здесь не может быть такого однозначного ответа, что вот там, допустим, только процентная ставка или только индекс доллара. Здесь совокупность причин. Но я думаю, в наибольшей степени триггер того, что по рублю пошло движение, это как раз именно движение в индексе доллара. Вот. Ну и то, что ставку так подняли, это ожидалось. А как говорится, покупай на ожидании, продавай на свершении. То есть основная масса ждала поднятия на 0,5%. Я думал, все-таки они будут похитрее. Они, поднимут либо на 0,25, либо на 0,75, чтобы не попасть в ожидание толпы. А так даже не интересно. Фактически Центробанк делает то, что ждет большинство людей, и здесь нету красоты игры. Так, ну вот по индексу доллара на самом деле сейчас ситуация она накаляется, потому что он подходит к такому диапазону значений, где в случае пробоя сразу возникает импульс движения на 91,5, а потом может быть даже и повыше. Но опять же здесь обращаю внимание, пока вот этот диапазон 96-97 не пробит, либо нету объема при его прохождении или нету консолидации над ним, то здесь наиболее вероятно сегодня либо в понедельник последует коррекционный откат с целью движения на 90,12. Так, друзья, далее биткоин. Невочка, смотрите, здесь ситуация следующим образом развивается. Он
вот здесь вот отскочил. То есть отсюда пошел импульс движения, и цель у этого импульса движения первая находится на 49 400 и потом выше. Для того, чтобы это движение состоялось, должен быть пробой 38 500. Соответственно, как только здесь возникает пробой, сразу очень быстро будет движение на 49 и потом, возможно, повыше вот куда-то сюда. Но если рассматривать сегодняшний день, не завтрашние выходные, которые начинаются, здесь у нас есть определенный уровень, который 35 тысяч. Если будет откат сегодня, либо в субботу, завтра, и пробитие 35 тысяч, то мы пойдем тестировать вот эту нижнюю границу, которая 30 800. Но если такого пробоя не возникает, то мы, может быть не сегодня, но завтра, либо утром в воскресенье, пойдем тестировать на пробой 38 500, 39 тысяч, вот этот диапазон. Так, друзья, далее нефть. Бренд уже 73. Живем в чудесные времена. Индекс доллара растет и нефть растет. Тренируются, соревнуются, кто быстрее вырастет. По нефти, я думаю, сейчас будет откат. Вопрос только, будет он небольшой или будет он чуть побольше. Спрос в связи с тем, что наступило лето, на нефть, на бензин, на солярку растет. Поэтому никаких особых оснований для того, чтобы она обвалилась, нету. Вот. Здесь еще надо четко понимать, что очень удачно сложились несколько факторов. С одной стороны, то, что значительно сократилось производство во время ковидного года, это раз. И второй момент, то, что все-таки вакцины, они, по крайней мере, на текущий момент действуют, и как ни крути, ковидная угроза отходит на второй план. Сейчас, я думаю, было бы логично, это часовой таймфрейм по бренду, скорректироваться и закрыться сегодня в районе 72,5-72,4. Эта идея не сработает, если мы получаем сейчас вечером пробой 73. И, соответственно, в этой ситуации, если здесь формируется объем на таком движении, мы уже сегодня можем увидеть отработку 74-74,3. Здесь первая цель движения находится в районе 75,5-75,6. Но я все-таки склоняюсь к тому, что здесь должен быть коррекционный откат куда-то вот сюда вот сейчас. Так, друзья, золото сегодня ушло в пол, вполне ожидаемо, потому что индекс доллара растет, а золото имеет обратную корреляцию, достаточно сильную с этим индикатором. Ну, смотрите, здесь у нас уровень 1881, он никуда не делся. Сейчас пока идет пробитие, непонятно, оно будет ложным или оно будет реальным, с уходом отсюда сначала в район 1861 и потом, возможно, пониже. С моей точки зрения, если на текущий момент вот это движение не получит развития с пробоем 1868, здесь уровень чуть выше, потому что другой таймфрейм, то вот уже от этих значений здесь пойдет коррекционный отскок, и цель этого отскока будет движение в район 1900-1901. Вот сюда, вот к этим значениям. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, по евро-доллару сейчас очень важный момент, очень щекотливый, потому что пробили локальную поддержку и, соответственно, сегодня, либо в крайнем случае в понедельник, решится судьба валютной пары евро-доллар и, соответственно, движение всего капитала. Речь идет о том, во-первых, будет ли сегодня закрытие выше 1,2120. И второй момент, будет или не будет сегодня повторное движение с пробоем 1,2088. Если такое движение сегодня произойдет, то весьма вероятно, что уже в понедельник мы увидим дальнейшее сползание евро-доллара. Ну и здесь цель движения первой будет в районе 20.40. На самом деле здесь еще песенка не спета. Если пробоя не будет, то весьма вероятно мы сегодня где-то здесь закроемся. Ну а если вполне возможно отсюда разовьется следующая волна движения, целью будет 1,2182. Так, друзья, дальше наше все это рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. Ну, как видите, его
совсем укрепляться в район 70,5-70,6 никто не пустил. Нефть достаточно дорогая, и на первый взгляд казалось бы достаточно странно, что такого движения не происходит. Кто-то скажет, что вот все зависит от санкций. Я скажу, что не только вопрос санкций, хотя они играют определенную роль. А также определенную роль играет то, что происходит в паре евро-доллар. Так, но если мы переходим к дневному таймфрейму, здесь у нас есть все основания для разворота и движения доллар-рубль вот сюда, вот в район 73,6. Для того, чтобы на следующей неделе получить в наличие такое движение, надо, чтобы сегодня закрытие было выше этого уровня 72,1. Так, ну вот, переходя на часовик, у нас получается сейчас должна быть борьба за то, чтобы не пробить 72.04, 72.12. Вот этот диапазон. Если этот диапазон устоит, то либо сегодня, сейчас, либо в понедельник с утра нас ждет укрепление доллара против рубля, и цель движения будет первая 72,5 и потом вот сюда вот 72,93. Если сейчас все-таки здесь возникает пробой, то мы уходим собираться с духом в район 71-77, вот сюда вот. Так, друзья, далее РТС, часовой таймфрейм. Ну, здесь ситуация достаточно стандартная, то есть идет попытка закрепиться 167 тысяч. Но стандартная она для чего? Для консолидации на хаях, на максимальных значениях. То есть сейчас здесь вот идет речь, не будет пробития вот этого диапазончика. Если этот диапазончик будет проколот и пойдет выход при этом, то мы увидим просадку и движение в район 163. Если такого не происходит, мы здесь какое-то время поболтаемся и отсюда отскочим на 169. Так, друзья, если рассматривать какие-то более или менее среднесрочные перспективы, то хотел бы обратить внимание на мечел, обычку. Если здесь ориентироваться на дневной таймфрейм, то весьма вероятно сегодняшний день он стал разворотным. И отсюда пойдет движение. Цель этого движения первое будет 82. Вот сюда вот. Ну и соответственно критерий того, что это движение не состоится, это пробой уровня 78,5. Но сейчас все указывает на то, что весьма вероятно вот это движение на следующей неделе произойдет. Возможно даже повыше, с целью движения на 84. Так, друзья, далее Северсталь, но по Северстали здесь весьма вероятно цель движения находится на 1790, вот где-то вот здесь вот. Это уже будет на следующей неделе, и весьма вероятно, что вот этот цикл движения на следующей неделе будет отыгран. Единственное, что может помешать, это коррекционный откат и пробитие 1620. Вот здесь, если происходит вот эта фаза движения, то роста никакого здесь не произойдет. Так, друзья, далее Headhunter. Но смотрите, у Headhunter ситуация тоже достаточно позитивная, потому что 2600 устоял. И раз 2600 устоял, то еще несколько торговых сессий, и по нему будет движение, цель которого 3020. Вот сюда вот. Так, далее Тинькофф ГДР. По нему был вопрос, 4-часовой график. До этого дневочки были по другим акциям. Но смотрите. Вот эта бумага, с моей точки зрения, ею надо жить, для того, чтобы ей успешно торговать. Вот взял он и купил Санкт-Петербургскую биржу. Огромнейший пакет. И все, и новый космос, новый улет наверх. Вот. Здесь я бы не стал сейчас ставку на эти акции делать, потому что они слишком пассионарны, и для того, чтобы на них зарабатывать деньги, надо, в общем-то, ими очень пристально заниматься, очень пристально. И смотреть, что там намечается, какие тенденции, какие возможности развития. Своего рода сказать можно, что это Тесла российская, только которая не собирает аккумуляторы и машины. Так, друзья, ну что тут еще, на что можно обратить внимание? Сценарий прогноза, брошь Леопард, ЦБ дал жесткий сигнал. Но мне кажется, это неправильно, когда ну вот какие-то там символы, там, ну что мы в средневековье живем, что там брошка там Леопард, брошка там еще там в виде чего-то. Мне кажется, на это вообще нужно не обращать внимания.
и заниматься реальными делами, экономикой и фондовым рынком. Друзья, ну все, основные моменты, активы. Спасибо за внимание, успешных торгов, удачи, всего наилучшего вам.